Раннее утро в заповеднике для егеря Андрея начиналось как обычно, с обхода территории. Он шел по знакомым тропам, наслаждаясь свежим лесным воздухом и пением птиц. Ничто не предвещало каких-либо сюрпризов. Но внезапно, краем глаза, Андрей заметил движение в зарослях. Присмотревшись, он застыл в удивлении. Прямо перед ним была крупная тигрица, чья лапа застряла в ужасном браконьерском капкане. Сердце егеря жалось от боли и ужаса. Он не ожидал такого поворота событий этим утром. Подкрадываясь осторожно, Андрей увидел рядом с тигрицей испуганного тигренка. Бедный малыш сжался к матери, ища у нее защиты. Егерь понял, если не помочь тигрице, она может погибнуть от потери крови или инфекции, а тигренок не выживет в дикой природе в одиночку. Однако приближаться к раненой хищнице было страшно. Что если она решит, что он угрожает ее детенышу, и нападет, но бросить их на произвол судьбы Андрей не мог. В глубине души он верил, что человек обязан помогать тем, кто в этом нуждается. Андрей стоял в нерешительности. Но, встретив взгляд тигрицы, он увидел в ее глазах мольбу и страдания. Нет, он не мог оставить их умирать. Вспомнив старую цитату «Сострадание к животным тесно связано с добротой характера», он осознал, что должен помочь, чего бы это ему ни стоило. Превозмогая страх, егерь медленно подошел к животным. Сначала он бережно взял тигренка на руки. Малыш немного трепыхался, но притих, словно понимал, что ему хотят помочь. Тигрица не проявляла агрессии, возможно, чувствуя добрые намерения человека. Андрей принялся освобождать лапу тигрицы из капкана. Механизм был ржавым и неподатливым. Егерь вспотел от напряжения, но, наконец, с мерзким скрипом, капкан рожался, освободив израненную лапу. Ветеринары приехали быстро и занялись тигрицей. Тем временем Андрей заботился о тигренке, которого назвал Лучиком за его яркий, солнечный окрас. Поначалу Лучик был робким, но постепенно привык к своему спасителю и даже стал игривым. Служба охраны заповедника развернула масштабную операцию по поиску браконьеров. После нескольких дней напряженной работы негодяев удалось задержать. Они ответят за свои преступления по всей строгости закона. Под присмотром ветеринаров тигрица постепенно выздоравливала. Сначала она начала вставать, а затем делать первые неуверенные шаги. Андрей часто навещал ее, помогая врачам. Через пару недель тигрица выглядела значительно лучше. Специалисты решили возвращать тигрицу в дикую природу поэтапно. Сначала ее отвезли в отдаленный уголок заповедника, чтобы она привыкла к самостоятельной жизни. Затем привезли и Лучика. Воссоединение было волнующим. Сначала тигрица не узнавала малыша, но затем инстинкты взяли верх, и она радостно принялась облизывать его. С тех пор Андрей, патрулируя заповедник, надеялся снова увидеть тигриное семейство. И вот, через пару месяцев, его мечта сбылась, он увидел знакомые полосатые силуэты. Тигры подошли к нему, дружелюбно поглядывая, а затем снова скрылись в лесу. Андрей был потрясен, чувствуя, что дикие звери поблагодарили его за помощь. Это было настоящее чудо.